Росія і православ'я – вещи несовместимые. Попри те, що мій YouTube канал є україномовним, но, к сожалению, не все знают язык нашей страны Украины. Поэтому видеоролик буду делать на понятном для вас русонацистов языке, поскольку вы, русонацисты, не знаете ни одного славянского языка. Сегодня, то есть 20 июля этого 2025 года, самая православная страна мира, вместо того, чтобы заботиться о религиозной жизни своих собственных граждан, специально шахедами ударила по детскому скверику в самом центре наших украинских Сум. И мне, как коренному сумчанину и украинцу, хочется сказать вам, русонацистам, то, о чем вам никогда не расскажут и не покажут по вашему российскому Зомбо-ТВ. И это вы, русонацисты, считаете, что воевать с нашими сумскими и украинскими детишками, это по-вашему считается подвигом? Нетушки, это подвигом не считается, поскольку убивать сумских и украинских детей это не подвиг, потому что в любой нормальной цивилизованной стране мира это считается кощунством. Но однако вы, русонацисты, возвели убийство сумских и украинских детей в своего рода религиозный культ, который не имеет ничего общего с реальным православием, на котором когда-то нас учил Иисус Христос. То есть, иными словами говоря, Иисус Христос всегда нас учил: любите ближних, как самих себя. Но однако вы, русонацисты, к сожалению, это самое золотое правило, которое дал Иисус Христос, вы, к сожалению, русонацисты, нарушили. И вы своей жестокостью, вы сами, русонацисты, довели, что вы нация безбожников и убийц украинского народа, поскольку вы, россияне, сами привели к власти этого самого Ирода 21-го столетия, а именно ботоксного карлика по имени Владимир Путин, который в начале 2000-х когда-то у вас на России клялся соблюдать и защищать свободу слова и демократию у вас на России. Но однако ваш так называемый царь, то бишь Владимир Путин, он вас, россиян, настолько обманул, что вы повелись на его злые чары, которые вас, россиян, и околдовали. Именно вы позволили этому самому Владимиру Путину уничтожить у вас на России независимое российское СМИ, которое когда-то было еще в 90-х и начале 2000-х. А ведь многие, кто смотрел ТВ-6 и ТВС, не могли тогда подумать, что тот самый преступный путинский режим уничтожит то самое независимое российское СМИ. То есть многие ваши российские телеканалы, такие как ОРТ, НТВ, ТВЦ и так далее, в 90-х и начале 2000-х, когда-то начинали работу, как именно независимые российские СМИ, которые бы и по сей день могли бы оставаться именно независимыми российскими СМИ. Но однако ваша власть во главе с обезумевшим кремлевским маньяком Владимиром Путиным настолько уничтожила будущее вашей родной страны России, что вы, сами россияне, стали нацией-изгоем, и за ваше курское и российское зло придет наше сумское и украинское возмездие. Я, кстати, чуть не забыл, этот видеоролик должен быть с переводом на английский, польский, французский и другие языки мира, чтобы во всем цивилизованном мире знали о ваших преступлениях, которые вы, русонацисты, совершаете против нашей страны Украины и не только. То есть нравится, не нравится, а Россия и православие – вещи несовместимые. То есть подписывайтесь на мой YouTube канал и ставьте мне лайки.